Привет всем! Добро пожаловать на канал Feeling Good. Сегодня я хочу вам показать маленькое интервью. Мои друзья Даня, Angel, они приехали в Россию. Даня сам из Уфы, очень давно уже живет в Монреале. Angel, она из государства Сент-Винсент, которое находится в Карибском море. Вот, это ее первый визит в Россию. Они тут были 3 недели. Они были в Москве, в Питере, в Уфе и в маленьком городе примерно 125 километров от Уфы. Когда они вернулись уже в Москву, вот они 3 недели катались по России, вернулись в Москву, я решил заснять этот маленький интервью. Первая часть интервью будет с переводом на русский язык, потому что Angel не говорит по-русски, мы разговаривали, общались мы чисто на английском. Вот. И сразу же будет оригинал, потому что я не хочу, чтобы люди говорили, что я неправильно сделал перевод, или я вставил свое мнение, или еще что-то. Опять же, она никогда не была в России, это ее первый визит. Ну и, конечно, пусть сама все расскажет. Я за нее рассказывать ничего не буду. Так что, приятного просмотра. Приятного просмотра. Поехали. Это твой первый раз в России, да? Правильно, да. Хорошо. Где ты была в России? В каких городах? Я сейчас в Москве, я была в Питере, я посетила город Уфа, и я еще была, в еще одном городе, далеко, около Уфы. Я не помню, как он называется. Примерно 125 километров от Уфы, правильно? Да, где-то так. Хорошо, расскажи нам, ты откуда? Я из Канады. Но до Канады. До Канады, вообще я из Сент-Винсента, это страна в Карибском море. До твоего визита, что ты думала о России? Что тебе говорили о России? Когда я сказала своим коллегам по работе, что я лечу в Россию, меня спросили, зачем ты едешь в Россию, там опасно. Мне даже прислали сайт про Россию, и я начала беспокоиться. Я начала нервничать. Начала нервничать? Да. Хорошо, а вот когда ты только прилетела? Я помню, мы все были в баре, и ты заснула от усталости. Перелет длинный. Потом, когда мы пошли гулять в сторону Красной площади, какое было твое первое впечатление о Москве? Что ты увидела? Хорошо, давай сначала об архитектуре. Она потрясающая. Тут смесь старых зданий и модерных зданий. И инфраструктура тоже потрясающая. Вот тротуары просто потрясающие. Я хожу без стресса, нету никого в моем личном пространстве. Понимаешь? Музеи, в которых я была, эти украшения, эти парки. Вот я не могу найти слов, чтобы все это описать. В каких парках ты была? Я знаю, что ты была в Царицыно. Да, я там была. Ты там была в будний день? Там было очень мало людей. Какие у тебя впечатления о Царицыно? Просто потрясающе. Парк огромный. У меня смесь эмоций, позитивных эмоций. Для меня Москва – город романтики. Я вижу, как люди гуляют, эти парки, эти украшения. Я была в ресто-барах. После общения с людьми я могу сказать, что я обязательно еще раз приеду сюда. У меня теперь совершенно другое мнение. Особенно если сравнить с той информацией, которую мне предоставили мои коллеги по работе. Россия не опасная страна. В этой стране я не волнуюсь. Вы можете приехать в Россию и хорошо провести свое время. Я могу сказать своим коллегам по работе, Россия хорошая страна, тут безопасно. Я не в опасности. В аэропорту тоже проблем не было. Стой, давай прикрепим микрофон куда-нибудь, чтобы тебя было лучше слышно.
Да, в аэропорту все было нормально. Я не чувствовал агрессию в мою сторону. Не чувствовал, как сказать, давление? Никакого давления. Паспорт-контроль тут великолепно работает. Проблем с багажом не было. В общем, никаких проблем не было. Нам надо развернуться. Твой муж не туда пошел. Теперь он идет в правильную сторону. Хорошо, ты тут. Ты прошла паспорт-контроль без проблем. Да, без проблем. Ты можешь честно мне все рассказать, пожалуйста. Да. Меня ты не оскорбишь. Без проблем. Честно скажи, до тебя домогались? Что ты чувствовала, когда гуляла по Москве? Ну, во-первых, до меня не домогались. В ресторанах со мной пытались говорить по-английски. Они пытались это сделать, и меня это впечатлило. Я думала, что у меня будут проблемы с общением. Я нервничала. Ну, типа, как я смогу объяснить, чего я хочу, или вдруг что-то случится, когда я буду одна. Мне предоставили сервис. Люди смогли общаться со мной на моем языке, на английском. Ну да, это был плюс. Потом ты была в Питере. И еще раз, ты мне можешь рассказать всю правду. Расскажи мне про твою поездку в Питер. Я знаю, что не все было так, скажем, гладко, как в Москве. Нет, не было так гладко. В Питере я почувствовала, что люди более агрессивны. Я знаю, что это сильное слово, но это мое мнение. Не было так беспроблемно. С общением я могу сказать, что не было так хорошо, как в Москве. Не было так беспроблемно. Ладно, если оставить в стороне твой опыт с людьми в Питере, я хочу поговорить про архитектуру и твой туристический опыт в Питере. Что ты почувствовала? В этом смысле Питер красивый город, он очень красивый. Архитектура, еще раз скажу, потрясающая. Ночью декоративное освещение впечатлило меня. Освещение зданий, воды, просто потрясающе. Я не думала, что я смогу почувствовать историю России в таком объеме. И узнать про вашу культуру. Это еда, архитектура. Питер, если исключить мой опыт с некоторыми людьми, очень красивый город. Я думаю, что любой человек, кто приедет в Россию, должен приехать в Питер. Потом вы полетели в Уфу, и этот город очень далеко от Москвы. Те туристы, которые хотят посетить Россию, не думают, айда, полетели в Уфу. А потом вы поехали в город, который 125 километров от Уфы. Можешь сказать, как человек, который из Монреаля, что ты думаешь о городе, который так далеко от Москвы, что люди, наверное, думают, что там ничего нету, только ад какой-то? Ну, во-первых, я думала, что люди будут более холодные, и я нервничала. Думала, что сложнее будет общаться с людьми. Но когда я прилетела в Уфу, люди были очень приветливы. Они были очень теплые, и даже если они не говорили по-английски, они все равно пытались со мной поговорить. Мой муж был переводчиком, люди пытались со мной общаться. Это было потрясающе. Потом мы поехали глубже, в другой город, и люди были еще теплее. Сначала я думала, о господи, я еду еще глубже в Россию. А вдруг что-то случится? Я была абсолютно не права. Все было наоборот. Я еще раз хочу сказать, что я провожу потрясающее время в России. Это культура. Это еда. Расскажи про еду в России. Не только в ресторанах, но еще и на даче у бабушки твоего мужа.
Расскажи про свежие огурцы, помидоры, овощи, фрукты. Расскажи нам, ну и несколько сотен людей, которые посмотрят это видео. Расскажи про свой опыт с едой в России и сравни с едой в Канаде и в Сент-Винсенте. Хорошо. Когда я была в Уфе, я попробовала еду с грядки у бабушки моего мужа. У меня появились воспоминания о Сент-Винсенте, воспоминания о доме. Это великолепное чувство, когда что-то или кто-то дает тебе такие воспоминания, и ты начинаешь вспоминать прошлое. Вспоминаешь, откуда приехала. Это потрясающе. Я вспомнила, где я выросла. Я выросла в деревне. И ты чувствуешь разницу в еде, ты чувствуешь натуральный вкус еды, фруктов, овощей. Если сравнить с Канадой, ну, извините, канадцы. Да, я знаю, что еда там не такая вкусная. Да, еда не такая. Ты ела что-то необычное, ну или что-то с большой разницей во вкусе? Да, мясо. У мяса насыщенный вкус. Фрукты не пластиковые, например. И давай поговорим про цены. Хочу всем сказать, что цена на еду в России тоже потрясающая. Грустно говорить, что мы в Канаде тратим настолько больше денег на еду. У нас там химикаты, и вкус не такой натуральный. И те фрукты, которые якобы биологические, стоят намного дороже. Да, якобы биологические. И они дороже. А в России я кушаю свежую фермерскую еду, и мне по карману. Я не должна ломать себе руки и ноги, чтобы есть натуральную еду. Опять потрясающе. Я должна сказать, что для меня это еще один плюс в России. Я помню, когда мы первый раз вчетвером пошли гулять по Москве, ты сказала, что ты почувствовала, я не знаю, если это самое корректное слово, но ты почувствовала, что люди показались тебе людьми, более эмоциональные. Помнишь? Знаешь, о чем я сейчас говорю? Да, конечно. Это когда мы были в Уфе. Ну вот, люди, которые ко мне подходили, короче, была такая интересная ситуация. Мы были в горах Шихан. Кажется, Шихан называется. Мы были там, и там были дети. Дети, которые поднимались в гору. И там были две девочки, которые на меня смотрели. Сначала я, будучи туристом, который сильно, очень сильно отличается от местного населения, они на меня смотрели. И мне муж сказал: не волнуйся, когда на тебя люди смотрят, потому что не каждый день я видят такого человека, как ты, особенно так глубоко в России. Короче, они смотрели на меня, постукивая друг другу по плечу. Я им просто улыбнулась, они начали хихикать и убежали. Я поняла, что они просто любопытны. Особенно, когда увидели меня. Человека, кто просто выглядит по-другому. Мне это понравилось. Хорошо. Что бы ты себе сказала? Помнишь все, что тебе говорили о России до твоего приезда? Что бы ты себе сказала той запуганной девчонке, зная, что ты сейчас знаешь? Это первый вопрос. А вот второй вопрос. Что бы ты сказала всем остальным, например, россиянам, которые постоянно хают свою страну, которые говорят, что тут все плохо и постоянно ноют? Я знаю, ты тут гость, но ты видишь все в контрастах. Ты знаешь Монреаль, и ты видела несколько городов в России. Я бы вот что себе сказала. Сначала узнай все факты, и потом что-то говори про страну. Вы должны знать факты. С моей точки зрения, я могу разговаривать с людьми только через факты.
а не через сплетни. В сплетнях нет стопроцентной точности. Я бы сказала себе, во-первых, съезди, получи опыт, узнай культуру, узнай кулинарное искусство и людей, прежде чем говорить про страну. Понимаешь? Ты не можешь сказать, эй, не едь в Россию, вот, посмотри сайт, там что-то написано про ракету или границу. А вы были в России? Именно у вас есть какой-то опыт в этой стране? Ну, в конце, что бы ты сказала всем тем, твой личный опыт, как бы ты его преподнесла всем тем, которые захотят просмотреть это видео, и несколько сотен просмотрят это видео, и, наверное, будут думать, что этот человек думает о моей стране. А что бы ты сказала им, и что бы ты сказала всем тем, которые видят один негатив в своей стране? Хорошо, россиянам, зрителям, я бы сказала, что у вас очень красивая страна. И больше всего меня поразила ваша мода. Как вы одеваетесь. Вот там, где я была, скажем, во всей Канаде, у нас просто так люди не одеваются, такой моды нету. И когда я сюда приехала, меня поразила ваша мода, ваше кулинарное искусство, архитектура. Вы, к сожалению, в Канаде просто такого не увидите. Так что я думаю, что вам нужно в позитивном смысле воспринять то, что у вас есть. И будьте более, скажем, благодарными за то, что у вас есть. Я должна сказать, что вы можете быть чуть-чуть потеплее, когда туристы приезжают. Не надо нас бояться. Мы хотим с вами пообщаться, мы хотим что-то узнать. Хотим узнать про вашу культуру. Я знаю историю вашей страны, и я вижу, что она меняется. Было бы, конечно, хорошо встретиться с людьми, которые, с более общительными людьми. Да, вот что я скажу. Спасибо за такое маленькое интервью. С вами была Angel. Она жена моего близкого друга. Теперь мы тоже друзья. Она первый раз в России, она была в Москве, в Питере, в Уфе и в каком-то городе 125 километров от Уфы, где она говорит, что дороги лучше, чем в Монреале. Это правда? Можешь подтвердить? Да, извините, но да. Оказывается, что дороги в городе, который так далеко от Москвы, лучше, чем в Монреале. Ей нравится еда, люди, но хочет, чтобы мы были более открытыми. Я надеюсь, что микрофон работает и записывает все, о чем мы поговорили. И теперь мы, ладно, пойдем погуляем. Это их последний день в России. Спасибо за просмотр. Да, я 100% вернусь в Россию. Now we can walk and talk. Sure. Now, this is your first time in Russia, is that correct? That's correct, yes. All right, so where have you been? Which cities? Well, I'm in Moscow now. I went to St. Petersburg. I visited Ufa. Uh-huh. And I also went to, another city farther in Ufa, but I can't remember what it's called. It's about 125 kilometers away from Ufa, right? Yes, about that, yes. Okay, so tell me, now, first of all, where are you from? I'm from Canada. But before Canada? But before Canada, I'm from St. Vincent, from the Caribbean. Okay. Before coming to Russia, what did you think about the country? What were you told about the country before actually coming here or picking your vacation or anything like that? Well, when I told my coworkers that I'm coming to Russia, I was told, like, why are you going to Russia? Like, it's dangerous there. I was even sent a website regarding Russia, and I actually got pretty anxious before coming. So, yeah, a little bit nervous. A little bit nervous? Yes. But, okay, so then afterwards when you arrived, and the first thing that you saw was, I remember we met with everyone and you were kind of sleeping in the bar because you were really tired. It's a long flight.
But then afterwards, when we started walking towards the Red Square, like, tell me about your experience first off with the city of Moscow. Okay, so first with the architecture, it's amazing. A mixture of how do you say, ancient buildings with a bit of modern buildings. So it's and in fact, the infrastructure is amazing as well. Like the sidewalks, amazing. I walk stress-free. Nobody is like in your space. You know, the museums when I visit, like the lightings, the parks, like it's so, you can't find the words to describe. But which parks were you? I know you were in Tsaritsына. Yes, I was. Yes. And you were there during the weekdays, so there was not a lot of people. And what did you think about that place? Well, it's amazing. It's huge. You know, it's I have like a mixture of emotions, but good emotions. Like I find Russia in a whole is a city of romance. You know, I see the way people go around, the parks, the lightings, I went to like resta bars. So I would say my interactions so far, I will definitely come again to Russia. I have a whole different perspective of Russia compared to what my coworkers tell me. So Russia is not a dangerous place. It's not a place to be worried about. You know, you can come to Russia, you can have such a great time. So I can say to my coworkers, look, Russia is great. It is safe. I don't feel in danger. You know, I had at the airport when I came into Russia, there was no problems. I felt... Let's clip this on somewhere. Okay. So that we can hear you better. Yes. At the airport when I came in, I had a great experience. I didn't feel no aggression, no how do you say, like pressure of any sort. So it was amazing coming into immigration and checking my bags, everything. So there was no problems at all. So I had a great time. You know, we have to turn around because your husband's going the wrong way. Now he's going the right way. Keep walking, keep walking. But I mean, you were here. You passed by Border Patrol. Everything was fine. Yes, everything was fine. When you were here, were you? And honestly, listen, you can be completely honest with me because yes. I don't take offense to these kinds of things. Not a problem. Were you harassed? Like, what did you feel when you were walking around Moscow? Okay, so first, I was not harassed. I went to restaurants where people made the attempt to speak to me in English. So that was communication-wise, the effort was made, and I was very impressed by it. So I thought I was gonna like encounter maybe language barrier, where I was a bit nervous, like how am I gonna say what I want? What if something happens and I'm by myself? But I did have services where the individual was able to communicate with me in my language, in English. So yes, it was a plus. It was a plus, yes. So then you went to St. Petersburg, and tell me, and again, you can be completely honest, you can tell me about your experience in St. Petersburg. I know it wasn't exactly as smooth as it was in Moscow. No, it was not. In St. Petersburg, I find it was a bit more aggressive. It's a strong word, but that's my perspective of how it is. It wasn't as smooth. I didn't get as much when it comes to communication-wise, but compared to Moscow. So I'm just gonna say it wasn't as smooth as Moscow. Okay, but as far as fine, if you take away the people and your experience with the people there, we're talking about architecture. We're talking about being a tourist in St. Petersburg. How did that make you feel? What did you think? In that sense, St. Petersburg is a beautiful city. It's really beautiful. The architecture, once again, is amazing. And at night, I was also impressed by the lighting of the buildings, of the water. It was absolutely amazing. I didn't expect to see, like, to embrace so much of the history of Russia, to be taught about the culture,
the food, the buildings. So St. Petersburg, apart from that, it's a beautiful city to visit. I think it should be a city to visit when you come to Russia. Okay, and then afterwards, you and your husband, Yes. you took a plane all the way to Ufa, Yes. which is nowhere near Moscow. It is not a place where people think, oh, you know what, as a tourist, I'm gonna fly all the way to Ufa. And then you went to a city 125 kilometers away from Ufa. Yes. So, as somebody who lives in Montreal, tell me what you think about a city that is so far away from Moscow that some people think that there's absolute hell and nothing else happening there. Tell me what you think about Ufa in the city where you were in. Okay, so first of all, I thought I was gonna have a bit more, how do you say, like people being more snobby, being a bit nervous about interacting with people. But when I went to Ufa, they were so welcoming. Like I have such warmth, you know, people, whether or not they spoke English, they come to me and they're trying to talk to me. So my husband, in fact, he has to be the translator. You know, people try to engage in conversation. So that was amazing. And then I went farther, like into another city, and it was even warmer. So despite the fact that at first I thought like, oh my God, you're going farther into Russia. What if something happens? I was absolutely incorrect. It was the total opposite. So once again, I am actually having such an amazing time in Russia. And the culture, the food. So Actually, tell me about the food. Something quite important is the food, not only in restaurants in Moscow, but also in the dacha. If your husband's grandmother's dacha, where you were in, all of the fresh cucumbers and tomatoes Yes. and fruits. Tell us and the like 400 somewhat people that actually will watch this, your experience with the food in Russia compared to Canada, for example, and your home country, St. Vincent. Okay, so when I was in Ufa and when I had the food there, because the food from my husband's grandmother's garden, it brought me back to St. Vincent. It brought me back to home. So that's an amazing feeling when you can have something or someone that gives you, like, that brings you back. You know, like you're reflecting on your past. You're reflecting on where you came from. That is amazing. You know, I thought about how I grew up, because I grew up in the countryside, and the food itself, you can taste the difference. You know, you taste how the natural grown vegetables, the natural grown fruits compared to Canada. So, sorry Canadians, but I know the food is not as good. The food is not as good, you know? Did you taste something that was so peculiar and so different when you were at the grandmother's dacha? Yes, I find the meat, it has such, the flavor is so much rich. I had fruits where it doesn't feel like it's plastic in my mouth, for example. So, and let's talk about the price too. Everybody, the prices for food in Russia, it's amazing. Like, and it's quite sad to say that we're spending more for food in Canada, for where we have preservatives, where it's not as natural. While you have and the fresh, the fruits that are biological food, whatever, biological fruits. Apparently they are. They cost more. Biological, but you never know. Yes, and they cost more. While in Russia, I'm having like farm food, like fresh food, and they're affordable. I don't have to be breaking my arm and my neck trying to have like the natural grown food. So here it's amazing, the food. So I have to say it's another plus again for me in Russia. But I know that there's one thing that you felt when you were here. I remember the first time when the four of us were walking, you said that you felt some kind of, that, I don't know if that's the right word to say it, but people were a little bit more human, a little bit more emotional when they were walking around, they were having, do you remember, do you know what I'm talking about? Oh, yes. That's when we were back in Ufa. Yeah. So like people, they came to me. We have like, I had an experience where
I was at the mountain Mount Shihan, I believe it's called. Okay. So I went there, and there were children, like group of children. They were going up the mountain, and there were two little girls that were looking at me. You know, so at first, as a tourist, as a person that looked super different than what they might have encountered, you know, they're staring at me, and my husband already told me. He said, "Don't be worried about when people stare at you, because it's not every day you come across somebody so deep in Russia, you know, looking like myself." So they were like tapping each other, like, "Hey," you know. So I smiled at her, and she just giggled and ran away with excitement, you know. So that for me, I find it's quite how do you say? It's rewarding to see people are so curious about somebody who's different, you know. So, but otherwise, like finally, what would you say, I guess, to yourself? Remember all of the things that you were told before you actually went to Russia? yes. What would you say to yourself back then, the same person that thought it's so bad and so dangerous? What would you tell yourself? That's the first question. And the second question is, what would you tell everybody else? For example, Russian citizens that keep on saying that their country is so bad, they keep complaining about it. When I know you're a visitor, but still you're seeing this in a world, you're seeing this in terms of contrast. You're seeing what you saw in Montreal and what you see here. So first off, what would you tell yourself? I will tell myself, first of all, to actually be able to know the facts before you're gonna say something about a country. You have to have facts about it. So from my perspective, I can go and I can communicate with others with facts, right? Not by word of mouth, because it's not gonna be 100% accurate. So I will tell myself, first, go to the place, have your experience, explore the culture, explore the cuisine and what people are like before you're able to say what the country's about. You know, so you can't just say like, "Hey, don't go to Russia because check this website out. It says something about the missile. Oh, it says something about borders." Have you been to Russia? Have you experienced it firsthand? You know. Okay, see you tomorrow. Yeah. So, and then finally, what would you say to all of the, I mean, your personal experience here? How would you convey it to all the Russians? Because there's going to be a couple hundred of them looking at this saying, I really want to know what this person really thinks about my country. And what would you tell them, especially those that really find their country to be in a negative manner, if you want to call it? Okay, well, to Russian viewers, I would say that your country it's a beautiful country. You know, well, I would say one of my fascination was the style. You know, your sense of fashion. We don't have that sense of fashion in like other places I visit, whether Canada, across Canada. So when I came here, I was really fascinated by your fashion, by your cuisine, your architecture. You're not gonna go places and see this, you know. So I think you should embrace what you have, where you live, and be how do you say, be more appreciated to what you have. But I must say though, it could be a bit warmer when you have visitors. You just be a bit warmer. Don't be afraid, you know, like, because we come here and we're hoping to interact, we're hoping to learn, and to learn more from you, to learn more about your culture, you know. It can be, I know the history of your country, but things are changing, you know. So it would have been really nice to come across sorry, people that you can actually interact with, you know. So yes, I will say that. Okay, perfect. Yeah. All right. Well, anyways, thank you for this again. Thank you for this short, very, very short interview. This is the wife of a very good friend of mine. Her name is Angel. She's a friend of mine too. It's her first time in Russia. She's been to Moscow. She's been to St. Petersburg, Ufa.
in some city 125 kilometers away from Moscow, where she says the roads are better than in Montreal. Is that correct? Can you confirm that? Yes. Yes, apparently. Sorry, but yes. Apparently, so far away from Moscow, a whole bunch of hours, the roads are better than in Montreal. She likes the food, she likes the people, she wants us to be a little bit more open. I'm hoping that this thing is actually recording everything we say perfectly. So now we're just gonna go, the four of us are gonna go walk around, they're gonna enjoy their last night here. And thank you very much for watching. Yes. Thank you, and I will definitely come again to Russia.